Сиреневая кожа. Вышло так, что однажды ведущий телепродюсер Максим Перст проснулся в аду. Киллеры не играют в «казнить нельзя помиловать». Заказом исполнят. Раздумал заказчик, и заказчика исполнят. Крайнюю плоть, как говорится, обратно не пришьешь. Максима заказала жена. Тихая, стареющая стерва, которую достали и его кабелизм, и его всеобъемлющая жадность. В одно прекрасное утро она ясно поняла, что капиталы не пилятся на равные части, и фраза «да мне тебя убить проще» обрела судьбоносный смысл. Благо нужными связями она обрасти сумела. Через 2 дня, прямо как в дрянных детективах, гроздями зревших на телеканале, где генеральным продюсером подвязался ее благоверный, Жанна твердой рукой вручила посреднику фото, распорядок дня и маршруты передвижений Максима. В назначенный час пуля продырявила курчавую голову. Умер он мгновенно, как будто свет выключили. Когда же включили снова, Максим Перст стоял перед крепким старцем, который весьма брезгливо его разглядывал. Разглядывание длилось достаточно долго, а потом старец вдруг сплюнул и сказал: «Иди-ка ты нахрен от Седова». Продюсерам уготован особый ад. И в тот же миг огромные амбалы в черной коже с заклепками потащили Макса в кромешную мглу. Максим вдруг вспомнил, что когда-то, еще до того, как он заключил сделку, совершенно изменившую его судьбу, он был весьма способным биологом. Изучал плоских червей и даже написал интересную диссертацию. И не только написал, но и защитил. А потом ему ни с того ни с сего захотелось сделать передачу для телевидения о Томасе Ральфе. Был такой английский режиссер. На едином дыхании Макс написал сценарий, но сперва ему приснилось название – «Тореро». И все. Больше никаких плоских червей, только артхаус, авангардная живопись, скандальные люди искусства. Эта тяга была похлеще наркозависимости. В один из дней к нему приперся этот ушлый с острыми ушами и договорчиком. И Макс посыпался. А кто бы не посыпался? Он тогда на что угодно бы согласился, лишь бы сделать свою программу. Остроухий появился в тот момент, когда Макс ясно понял, что даже если каким-то чудом он программу таки сделает, ее никто и никогда не увидит. Контракт, предложенный ему незнакомцем, давал Максу полную свободу творчества, свою передачу в прайм-тайм и перспективу карьерного роста. Но в этом месте мужик с острыми ушами был невнятен. От Макса требуются некоторые гарантии. Совершенно обалдевший от счастья, Макс выпалил: «Да все что угодно, хоть душу забирайте». Дядька пожевал губами и протянул Максу договор. Остроухий диктовал, а Макс писал, как и требовал странный дядька, красными чернилами. Дядька просил взамен какую-то нематериальную субстанцию в пользование на все времена, в скобках «вечность». Макс, как ему казалось, здраво рассудил, что где он, а где вечность, и что он прекрасно обойдется без этой нематериальной субстанции. Поэтому с легким сердцем и полным ощущением, что остроухий лох, отдал ему договор. А теперь двое в черной коже тащили его во мраке, иногда взбадривая пенделями, и хоть больно совсем не было, но было очень обидно и унизительно. Наконец мрак стал редеть, становилось все светлее, Макс с конвоирами очутились в странном помещении. Помещение походило точь-в-точь на съемочную площадку. На режиссерском месте сидел Остроухий, почему-то в парадной форме генерала вермахта. Он лениво посмотрел на Макса и процедил сквозь зубы: «Что так долго? Я уже жду, все глаза проглядел. Бухнешь?» Макс что-то промычал и от неожиданности, амбалы его больше не держали, рухнул на задницу. Боли опять не было, было чувство неловкости. Остроухий набулькал в кружку виски, и Макс в 2 глотка выпил. Но это был не виски. Вроде и запах почти родной, и цвет, и даже вкус в первый момент, а потом нет, не виски. «Дерьмо, правда?» – ехидно спросил Остроухий. «Это не виски», – возмутился Макс. «Ты ж в аду». «В своем персональном аду», – Остроухий каламбурил. «Здесь все, понимаешь, все, как в сериалах, передачах и новостях твоего канала. Фальшиво, гадко и дерьмово».
«А как же небесный суд?» – с надеждой спросил Макс. Остроухий показал ему фак и засмеялся. «Хрен тебе, а не суд! Небось еще Пореченкова в адвокаты тебе подай. Ты пей вискарик, он приятно пахнет. Скоро придет твой вечный спутник и объяснит тебе, что делать». И Остроухий растаял. В аду времени нет. Вечность. Вечный спутник Максима Перста снимал один эпизод и все никак не мог снять. В этом и состояло искупление лет эдак на 1000. У подножья большой горы Макс грузил навозом неподъемную тачку, затем эту тачку нужно было вытолкать на вершину горы, но у самой вершины тачка опрокидывалась на Макс, и он по навозу и весь в навозе летел вслед за тачкой. В процессе такой работы приходилось слушать истории, которые рассказывал вечный спутник. Когда Макс спал, а спал он лишь тогда, когда не толкал тачку, ему снились сериалы, его сериалы, те, что он продюсировал. Такой вот персональный ад. Девочка была добрая, но красивая. Максим развернул тачку и взял лопату. Родных у нее не было, только папа и бабушка. Надела она красную шапочку и пошла в лес за подснежниками. Тачка медленно, потому что спешить Максу совершенно некуда, заполнялась навозом. А навстречу ей принц. Говорит: если тебе будет впору, хрустальная туфелька, я тебя съем. А если не впору, женюсь. А у девушки была крестная мама, фея. Она предупредила, что ровно в полночь принц превратится в тыкву. Максим катит тачку в гору, но ее злые сестры бросили в огонь тыквенные семечки. И все, унес злой Кощей шапочку и девочку, и охотников с дровосеками. Тачка опрокидывается и на перегонки с Максом летит вниз. Даже когда вечный спутник уходил по своим делам, и Максу не нужно было выталкивать на гору тачку с навозом, он видел только сериалы, бесконечные и пресные. И он вдруг начинал скучать по бреду вечного спутника, который в земной жизни, по догадкам Максима, был модным скандальным писателем, неосторожно вписавшимся для пиара в какую-то военную авантюру. Пуля же, как известно, дуры, и писателя сперва ранила и контузила, а потом уже в госпиталь он выпал из окна. Не всем водка одинаково полезна. Видимо, после контузии в его мозге вся мировая литература смешалась в абсурдный винегрет, и теперь Максу приходилось все это поглощать. Вечный спутник опять рассказывал заплетающимся языком очередную историю. Максим наполнял тачку навозом и слушал. Вечный спутник часто прикладывался к фляге, и Максиму казалось, что во фляге что-то более крепкое и вкусное, чем местный виски. Эрл Грей был красавчиком. Все девушки, и порядочные, и не очень, по нему сохли. И даже какой-то известный художник написал его портрет и подарил ему. А женился он на своей кузине. А другая, которую он любил, назло ему вышла замуж за художника. А портрет этого Эрла был непростой. Всякий раз, когда он делал что-то плохое, на портрете разрасталась сиреневая кожа. Да. И вот этот Грей с другой. И застукала его родственница, и все рассказала художнику. Художник взял и развелся с женой, а жена этого Грея свою соперницу привечала, даром, что у ее муженька весь портрет уже был сплошная сиреневая кожа. Максим летел вниз с горы, весь в навозе, проклиная Остроухова, договор, нематериальную субстанцию. В этот раз он особенно неприятно упал, все лицо и даже волосы были обильно испачканы навозом. «Хороший дубль», – оживился вечный спутник. «Давай повторим». Как будто у Макса был выбор. Теперь каждый раз, когда он летел с горы, вслед за тачкой он падал мордой в навоз. Вечный спутник потирал руки и начинал рассказывать очередную байку. Молодой сценарист Боря Крюгер стоял в скорбной толпе на гражданской панихиде Максима Перста. Башка гудела и глаза слезились после бессонной ночи. И это было весьма кстати. Ведь надо было скорбеть. Боря уже почти придумал сценарий черной комедии. И все эпизоды так здорово цеплялись один за другой. Финал только не успел придумать. А если вот так? Панихида. В толпе камера выхватывает молодого растрепанного парня, который не успел вручить знаменитому продюсеру свой сценарий. И тут его за локоток берет. «Разрешите пройти?»
Борю тронул за локоть незнакомец в темных очках. Боря остолбенел. У незнакомца уши были сверху слегка заостренные. Рассмотреть эти чудо-уши Боря не успел. Ему на лоб шмякнулся голубиный привет. Пока он доставал платок и искал маленькое зеркальце, Остроухий растворился в толпе. Боря привел себя в порядок, стер со лба помет и вдруг заметил, что кожа на лице сиреневая. Сердце остановилось, холодная струйка пота потекла по спине. Боря вздохнул и посмотрел в зеркало еще раз. Лицо как лицо. Все, нужно с коксом завязывать. Да и с травой тоже. Уныло подумал он и направился к парковке. С Максимом уже простились и теперь торопились отвезти его тело на кладбище. Боря опять увидел Остроухова, но солнце светило вовсю. В анамнезе была бессонная ночь, и начинающий сценарист писал видение на расшалившиеся нервы.